Привет всем! Вы снова на канале Ирена Адлер. Сегодня я покажу вам свои находки, которые привезла из Германии. Я там была в небольшом отпуске, ну и, конечно же, не могла не заглянуть на местные блошиные базарчики. Как обычно, не буду долго разговаривать, все расскажу вам по ходу просмотра. В этой распаковке будет все, разные украшения, и начну я с брошей. Брошь с кристаллами. Думаю, что о ней много не надо говорить. Это простой цветочек, где-то с 50-х, 60-х или 70-х. Такие броши делали все страны. И я думаю, что немецкие особо не отличаются от чешской бижутерии Яблонекст. И я думаю, что эти украшения особо не отличаются от украшений чешских или каких-то других. Еще одна брошь, такая вот простая, кружочек, веночек, не знаю, как его назвать, с кристаллами АБ. Она красиво переливается на солнце. Сюда можно скомбинировать, допустим, в серединку какую-нибудь маленькую брошку приколоть на ткань. Такие несложные броши, легкие, такие несложные броши легко комбинировать с другими. И мне кажется, что они должны быть всегда в шкатулках. Следующая брошь очень красивая. Вот такая вот она выпуклая. Здесь розовая вставка стеклянная. Напоминает натуральный камень родохрозит. И по краю мелкие такие вот вставочки розовые. Очень она такая нежная. И у нее есть изнаночная сторона. То есть как бы второй вот нижний ярус, который закрывает всю внутренность. И такие броши у меня уже были, мне встречались. Это немецкие броши или австрийские. И вот это вот второе дно, мне всегда кажется, оно как бы говорит о более качественных украшениях, об украшениях несколько высшего уровня, чем обычные. Дальше вот такой листик или сердечко еще напоминает. Такой ажурный, красивый, усыпанный мелкими жемчужинками. Хотя эти жемчужинки многие утратили покрытие, вот это жемчужное, и выглядят как просто вот такие вот стеклянные вставки. Не знаю, посмотрю, может быть, я смогу их как-то восстановить. А дальше будет видно. Следующая брошь с гранатовым стеклом. Правда, сейчас это выглядит как черные стеклышки. Такой гранатовый цвет, он проявится только на ярком солнце. Я ее нашла в шкатулке с разными другими всякими украшениями. И мне продавец предложил эту всю шкатулку забрать за 2 евро. По всему было видно, что он даже не имеет ни малейшего понятия, что находится в этой шкатулке. И вот такую вот маленькую брошь, когда я вытащила ее, он мне предложил забрать бесплатно. Но я нашла там еще одну, откопала вот такую брошку. И уже 2 броши бесплатно мне забрать было неудобно. Я ему предложила 1 евро за них.
И он согласился. Ну, а ту шкатулку, возможно, купит кто-то другой, кому она понравится. И еще одна брошь со светлыми кристаллами, веточка. Такие броши называются спрей. Их часто в 60-х, 50-х годах производили в Австрии с австрийскими кристаллами. Не знаю, возможно, это немецкая брошь. Ну, мне кажется, это не столь важно. Брошь красивая и тоже проста в комбинациях. Даже вот с такими же брошами, похожими, их можно легко вот такие вот веточки носить вместе. Эту маленькую брошь я взяла с целью ее отремонтировать. Здесь не хватает одного кристалла, и вот эти вот жемчужины по центру тоже утратили свой жемчужный блеск, свое покрытие. Выглядят они сейчас как просто молочное стекло. Но, может быть, мне удастся их восстановить, хотя и в виде молочного стекла они тоже смотрятся неплохо. Нужно вставить только вот этот кристаллик. Вот такие вот пушистики норковые. Сейчас веганство набирает популярность, и такие броши, конечно, не для них. Но раньше этого не было. И украшения, брошки именно из норки были достаточно популярны в 60-х. У меня уже такие были. И они в паре смотрятся тоже неплохо. Вот такая брошь. Я думаю, что она периода еще довоенного, в стиле арт-нуво. На ней нет никакого золотого покрытия. Вот такой простой крючочек здесь. И я думаю, что ее можно просто почистить. Эту бронзовую вот основу я попробую. Хотя такие вот уже антикварные броши, возможно, и не стоит чистить, потому что этот налет им придает истинность, ценность. Сразу видно, что брошь это не новодел, а вот тот старый экземпляр, старинный, давней эпохи. Еще одна брошь. Даже нет, это не брошь, это дресс-клип. Тоже довоенного периода. Тоже в стиле арт-нуво. С разными кристаллами. И есть зеркальные кристаллы. Вот такие вот не сильно граненые. И граненые стеклянные кристаллы. Металл здесь, конечно, уже видно, что он покрыт патиной. Ну, возможно, эту патину можно будет очистить и носить этот дресс-клип точно так же, как и брошь. И последняя брошь на сегодня. Вот такие цветочки. Мне всегда нравится вот такое винтажное покрытие, как под старинное золото. Я думаю, что эта брошь изначально была такого цвета. Она никогда не была ярко-золотого цвета. И у этой броши есть маркировка «Американер». Такие броши производились для американского рынка. И все производители
маркировали их американер, плюс еще дополнительные обозначения самого производителя. Здесь вместе со словом американер есть обозначение 2XKM. Такое обозначение я еще ни разу не встречала, поэтому если я найду, что это означает, я напишу во время монтажа видео. И вот еще одна брошь. Я сказала, что та была последняя, но вот еще одна. Такие костяные слоники. И у другого продавца я нашла браслет. Тоже как будто это кость, но возможно, что нет. Вот то, что слоники эти костяные, я уверена в этом. Это видно, что это кость. Такие украшения, может быть, и не слишком старые, завозились из Индии. Ну и браслет тоже очень красивый. Он вот так открывается. Он маленького размера. У меня запястье где-то около 15 сантиметров. И он вот так вот выглядит. На руке он уже не повернется, потому что он имеет такую вот несколько сплющенную форму. И такой браслет очень удобно носить, если у вас еще есть несколько банглов, которые великоваты и будут все время спускаться на руку, а этот браслет будет их как бы стопорить. Я сделаю отдельное видео с браслетами и покажу, как это все носить удобно, как это все смотрится вместе. Дальше будет несколько кулонов. Два кулона у меня есть. Первый это вот такой локет. Мне показалось, что это локет Михаэла Фрей. Подобные украшения мне уже попадались, но у них была маркировка Михаэла Фрей. Впоследствии этот бренд стал называться Фрейвилл. Я думаю, что вы знаете его. Он относится к ювелирной бижутерии. Это украшения с разноцветной яркой эмалью. Они очень яркие, очень выразительные. Но, к сожалению, здесь маркировки Михаэла Фрей нету, поэтому я не буду этого утверждать. Но рисунок очень похожий на рисунок того бренда, когда он выпускал такие вот изделия. Еще не цветные, не цветная эмаль была. И второй кулон – это камея. Камея пластиковая. Это бакелит, похоже на бакелитовую. Ну, что говорить, тут многое не буду. Я думаю, что вы видите. Камея очень красивая, тонкая резьба, изящная. Ну или, судя по всему, если это пластик, то это штамповка, но штамповка тоже тонкая и красивая. Дальше я покажу вам. Я нашла несколько стеклянных колец. Сразу выложу их все. Они очень массивные. Вот такое вот грубоватое кольцо. У меня здесь 16 размер, и то я его снимаю с трудом. Такие кольца очень красиво смотрятся на изящных руках и делая руки еще более изящными. Вот уже не могу снять. Второе кольцо тоже стеклянное, но посмотрите, такое вот у него
как бы зеркальное покрытие, как будто изнутри оно светится. Стеклянные кольца, мне кажется, очень стильно смотрятся в каком-то таком вот современном аутфите, в каком-нибудь таком космическом, можно сказать, в простом дизайне. Если вы одеваетесь в стиле минимал, такое кольцо будет просто ярким дополнением к такому стилю. Или вот это кольцо ярко-зеленое, электрик. Очень часто у нас возникают периоды, когда цвет вот этот популярен в одежде. Ну а если часто у нас возникают трендовые периоды, когда эти, ну, можно сказать, кислотные цвета популярны. Ну а если кто-то хочет немножко увлечься трендами, но на одежду он не согласен, то можно добавлять в свои аутфиты подобного рода украшений. И четвертое кольцо. Вообще похоже оно на венецианское стекло, но я не буду утверждать, венецианское оно или нет. Оно уже большого размера. И венецианское стекло всегда яркое, всегда очень красивое, светящееся изнутри. Особая технология выдува венецианского стекла. И мы получаем прекрасные и яркие украшения. А вот 4 таких кольца. Все они стеклянные и все они разные. Эти 2 кольца можно даже носить вместе. Вот так вот это все будет смотреться. Шикарно, на мой взгляд. Вот такие клипсы. Они очень крупные, с яркой кобальтовой вставкой. Она, скорее всего, пластиковая, но клипсы нарядные. Я думаю, что это, возможно, даже 90-е годы, не очень старенькие. Еще клипсы тоже, наверное, из 90-х. Синяя вставка здесь, но уже более такой глубокий синий цвет, как бы цвет океана такой. Треугольные клипсы я встречаю в первый раз такую форму. Вот так вот они выглядят. Мне очень понравился этот кристалл крупный, треугольный, нетривиальный какой-то дизайн. И последние 2 пары клипс, они очень интересного дизайна. Вот такие античные колонны. Затрудняюсь тоже сказать, какого года эти клипсы. Возможно, 80-го. Здесь еще есть вот какая-то наклейка. Такие наклейки бывают, клеят в магазинах бижутерии. И когда магазин закрывается, остатки нераспроданные вот так вот попадают на барахолки. Возможно, это вот такой вот вариант и был. Мне кажется, что этот дизайн очень интересен в виде античных колонн. Ну, по крайней мере, такого подобного дизайна я еще не встречала. И последняя пара клипс. Мне кажется, они просто какие-то гениальные. Внутри вот здесь, видите, вставка какая-то. Я не знаю, что это такое. То ли это металл такой, то ли... Затрудняюсь, в общем, сказать.
Я люблю всякие украшения, скажем так, с частями тела, с губами, с глазами. Разные украшения бывают, встречаются по этой тематике. И здесь вот целое лицо. Единственный здесь недостаток, вот здесь вы видите дырочки внизу. И, наверное, здесь что-то было подвешено, еще какие-то подвески. Иначе бы этих дырочек здесь не было. Может быть, я подвешу сюда что-то. А может быть, я найду эти клипсы в интернете и увижу, что здесь висело. Тогда можно будет восстановить уже почти то, что было. И кроме украшений, я еще привезла из Германии несколько интересных вещей. Одна из них такая вот тарелочка-яблочко, латунная, и внутри перегородчатая эмаль, изображение двух птиц и цветов. Я люблю все предметы с изображением птиц. Мне очень нравится такая тема птицы и цветы. Ну и такие тарелочки я использую для украшений, когда прихожу откуда-то и снимаю с себя все украшения, хотя бы для того, чтобы раздеться, помыть руки. И вот такое вот временное хранение снятых украшений, потом я их разбираю. Ну а если на следующий день я предполагаю надевать то же самое, то они у меня еще дальше продолжают лежать в тарелочках. Вторая вещица, которую я купила, это такой декор на стену. Инкрустация на мраморной дощечке. Инкрустация выполнена из натуральных полудрагоценных камней. Этот цветок перламутровый, этот сердоликовый или агатовый. И этот синий похож на лазурит, ну или, возможно, это содолит синий. Стоила эта штучка недорого, 2 евро. И я люблю разный декор на стену, картины в том числе. И мимо такой вещи я пройти не могла. Как-нибудь я, возможно, покажу вам, как я украшаю в своей квартире стены, чем. Может быть, будет вам интересно. Я тоже на стенах создаю такие как бы коллажи. Я не люблю одиночные картины, висящие на одной стене, а люблю целую композицию создавать. Поэтому такие вещи у меня всегда найдут свое применение. Ну и главный предмет сегодняшнего видео – это вот этот китайский шкафчик. Это шкатулка. И мой муж, увидев ее на барахолке, сказал, что тебе это нужно. У меня действительно нету такой одной шкатулки, где бы я хранила свои украшения. Ну, а такой предмет еще и хорошо вписывается в мой интерьер. Я, как говорила вам выше, люблю украшать свой дом винтажными старыми вещами. Это не значит, что мой дом наполнен полностью старьем. У меня очень современный интерьер, но я люблю вкрапление винтажных вещей. Я предлагаю посмотреть на эту шкатулку поподробнее. Открою вам секрет, а может быть это и не будет секретом, что это не антикварная вещь. Ей, возможно, лет 20. И такие шкатулки, мне кажется, китайские производители просто создавали как сувениры, ну и как шкатулку, именно вот в таком вот антикварном дизайне. Что здесь интересного? Это вот эта обивка латунью, латунные ручки с такими вот украшениями. Наверху есть тоже ручка, чтобы этот шкафчик можно было переносить. Он достаточно тяжелый. Здесь
Наверху тоже вот такая вот китайская декорация, декор такой в китайском стиле. И вот здесь вот на дверцах вставки из оникса. Я думаю, что вы знаете вот этот вот зеленый мраморный оникс. Из него часто делают какие-то статуэтки, фигурки, тарелочки, возможно, стаканчики какие-то. Это так называемый мраморный оникс, хотя некоторые стараются его назвать почему-то нефритом, но камень этот не очень дорогой, но очень эффектный и красивый. И здесь вот эта резьба на ониксе выглядит просто великолепно. Ну и давайте заглянем внутрь этого шкафчика. И здесь 4 выдвижных ящичка. У него вот такие вот ручки маленькие. Каждый ящичек внутри обит зеленым атласом с растительным орнаментом. Ящички имеют внутри разные вкладки. Не имеют вкладок. Вот так вот. 4-й ящичек тоже без вкладок. И внизу ящичек с двойным дном. Вот так вот эта коробочка вытаскивается. И внутри тоже мы видим второе дно. У шкафчика есть даже замочек. Вот такой. С ключиком. И дверцы шкафчика могут закрываться таким образом. Сейчас я его закрывать не буду, потому что это будет долго и мне так неудобно это все показывать. Покажу вам сейчас, как она выглядит у меня в интерьере. Не буду показывать всю комнату, а только вот эту маленькую часть, куда я поставила этот китайский шкафчик. Здесь будет стоять моя шкатулка. У меня есть вот такой вот зеленый уголок. Я люблю высаживать растения. И мне кажется, что вот на эту этажерку из Икеи я поставила свой ящичек этот очень удачно. Здесь у меня кроме цветов стоит некоторый декор, типа фотографий, подсвечников, ну и разных других милых вещиц. Я повесила сюда замочек, чтобы вам показать, как это выглядит. Конечно, он у меня не будет тут постоянно висеть, иначе неудобно будет пользоваться шкатулкой. Но как дополнение к шкафчику выглядит это все красиво. Ну вот, примерно так. Ну и по традиции, я надеюсь, что мое видео вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, понравились ли вам мои находки. Интересно ли было заглянуть немножко в мой дом. Ну и по поводу всего остального. На сегодня это все. Всем пока. До встречи.